Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, тема которого это запись ISO образа на флешку, то бишь создание, соответственно, загрузочной флешки именно из-под операционной системы Linux. И я буду показывать такой самый примитивный, наверное, архаичный в чем-то пример с помощью специальной утилиты DD. То есть есть такая команда в терминале DD, с помощью нее мы можем создать загрузочную флешку. Но для того, чтобы это сделать, нам сначала нужно скачать ISO образ. Давайте для примера возьмем какой-нибудь ISO образ, ну пускай это будет Arch Linux, например, да. Зайдем, скачаем Arch. Наверное, не то. Да, вот download. И выберем зеркало. Да, первое попавшееся, наверное, не знаю. Либо вот как... вот Яндекс есть, прекрасно. Давайте с Яндекса скачаем. Берем ISO-шку. И здесь я, конечно, не буду вас мучить загрузкой. Промотаю, так что до скорого, ребята. Все, ребят, образ скачался. И он готов для того, чтобы записаться на нашу флешку, сделать ее загрузочной. И закрываем наш браузер и открываем терминал. И первое, что нам надо сделать, ребят, это определить, где наша флешка. Для того, чтобы это сделать, давайте введем следующую команду через sudo fdisk- с флагом L. И после выхлопа, который вы получите в терминал от этой команды, вы должны определить вашу флешку. Проще всего это сделать по двум критериям. Во-первых, это, естественно, объем. То есть моя флешка в 64 гигабайта. Ну, объем будет указан в гигабайтах, соответственно, он будет чуть-чуть меньше. То есть очевидно, что моя флешка это вот этот вот 57,76 гигабайта. Вот. И второй критерий это, конечно же, название. То есть обычно на флешках есть название, вот у меня так и называется, там Data Travel 3.0, то есть, ну, не запутайтесь, то есть смотрите по объему и по диск модель, то есть по названию модели. Все, я определил, что моя флешка это именно вот этот накопитель, и далее мне нужно отформатировать флешку. Напоминаю, ребят, что при форматировании вы потеряете доступ ко всем данным, которые будут находиться на флешке. Так что если таковые у вас на ней имеются, то обязательно предварительно их сохраните, а потом уже выполняйте форматирование и дальнейшие действия. Так, и мне потребуется, смотрите, мы опускаемся чуть ниже и смотрим не вот этот диск, да, DevSDC, а именно тот, который указан вот здесь, девайс. Это как бы относится к вот этому. То есть это часть информации, которая относится к этой же флешке моей. И мне нужно будет именно вот это название с цифрой. То есть для того, чтобы корректно ее отформатировать. Для того, чтобы отформатировать, мы указываем следующую команду sudo mkfs.vfat формат. Далее указываем имя. Ну, неважно, можно тут, допустим, Arch назовем, да. И вот теперь в качестве аргумента указываем вот это самое dev/sdc.1. Причем, ребят, смотрите, штука в том, что у вас может быть, естественно, свои буквы, у вас может быть там dev, SDB, там SDA, то есть любые варианты. Главное, ориентируйтесь, еще раз напомню, по названию флешки и по ее размеру. Даже обычно я сначала размер смотрю, ну и там еще славливаюсь по названию, то есть этого достаточно. То есть ориентируйтесь по этим критериям. И все, нажимаем Enter, форматируем нашу флешку. Lowercase might not work properly on some systems. Он нас предостерегает. Ну хорошо, давайте, раз он нас предостерегает, сделаем с большими буквами все название, еще раз форматнем, нет вопросов. Все, не получаем теперь варнинг. Все нормально. И вот теперь... После этого мы способны перейти именно к записи нашего ISO образа, скачанного с Arch, на эту флешку. Для этого вводим следующую команду. sudo dd, та самая утилитка, да, та самая команда dd. Далее мы вольны указать вот такой параметр. Это, в общем, это специальная опция для того, чтобы указать, чтобы система читала и записывала данные порциями в 4 мегабайта. Это ускоряет работу.
Далее вы указываете IF, то есть input. Это означает источник для чтения, соответственно, это должен быть скачанный образ. Downloads, Arch, вот можно через таб уже закомплитить, видно образ, что лежит именно так. Потом указываете output, вот так off, равно слэш, и указываете, соответственно, вашу флешку, то есть которую вы нашли по вышеупомянутым критериям, да, имени и размера, и отформатировали. То есть я у себя указываю, как и указывал при форматировании, /dev /sdc 1. Так, тут важно не ошибиться, а то можно затереть себе что-нибудь, то, что не нужно затирать. Так что будьте предельно внимательны при указывании вот этого параметра. Вот, также можно добавить вот такой параметр дополнительно, для того, чтобы показывать процесс установки. И и добавить еще вот такой параметр, который очищает кэш. Но этот параметр выполнится только при успешном выполнении DD, когда он вернет 0. И если это случится, то данный параметр будет гарантировать, его наличие, да, будет гарантировать, что все данные будут записаны на флешку и в кэш ничего не останется. То есть такая штука, то тоже укажите на всякий случай. Так, и в принципе все. Проверяем еще раз все внимательно. Главное, не ошибитесь вот в этом параметре, то есть off, иначе можно затереть что-нибудь, то, что вам важно, то, что вы не хотите затирать. Так, еще раз, да, проверяю, dev/sdc1, и все, можно вводить команду. Теперь нужно подождать, соответственно, какое-то время, обычно это занимает 2, там, 3, 5 минут, около того, зависит от размера образа, Arch пишется не очень долго. Не, обычно, наверное, минута-две, не больше. Я мотну, конечно, этот момент, так что до скорого. И все, ребят, вот мы видим, что процесс записи закончен. Мы только что создали загрузочную флешку, с помощью которой вы можете теперь установить операционную систему, ту, которую вы на нее записали. То есть, в моем случае это Distributive Linux, Arch Linux. Вот, все, что вам остается сделать, это просто перезагрузить свой компьютер, зайти в BIOS, специальной кнопочкой обычно у вас подсказка всплывает, это либо F1, либо F2, либо Delete. Как на большинстве машин, и далее выставить эту самую флешку в качестве приоритетной для загрузки, и дальше уже установить операционную систему. Все, ребят, спасибо большое вам за просмотр. Если контент вам нравится, то, пожалуйста, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал и ударьте в колокольчик, потому что я делаю много контента, и еще будет, может быть, даже еще больше контента, так что дерзайте. И также вас приглашаю в комментарии, если вы хотите поделиться своим мнением, какая-то адекватная критика вполне себе принимается, я к ней нормально отношусь. Или, допустим, вы хотите увидеть какой-то новый контент у меня на канале, я, пожалуйста, готов, открыт к вариантам. И да, ребят, еще раз напоминаю, что я стримлю, вы можете найти ссылку на мой Twitch канал в описании под последними видео, то тоже добро пожаловать, заходите, пообщаемся, или если вы просто хотите посмотреть, чем я там занимаюсь, на мой проект, милости прошу. Все, ребят, спасибо еще раз большое за просмотр, удачи вам в обучении Linux, языкам программирования, какие бы они ни были, каким бы ни был ваш выбор, пока.